Всем привет, меня зовут Юля, и вы у меня на канале Клубок Желаний. Я вяжу себе носочки из тонкой пряжи от Alize Super Wash и хотела поговорить с вами о ленточном мыске. Расскажу, как связать мысок разной формы, как сделать убавочки таким образом, чтобы они выглядели как косичка или как галочка. Расскажу вам, как разделить петли для вывязывания ленточного мыска и сколько необходимо петелек оставить на ленточку. Свяжем вместе вот этот мысок самым любимым моим способом, когда убавочки выглядят как галочки. Покажу вам два метода провязывания убавок. Первый метод, когда две петельки провязываются вместе одновременно. Второй метод – это метод протяжки, когда одна петелька провязывается, а другая на нее набрасывается. И в конце видео мы сделаем расчет длины мыска, чтобы вы знали, с какого момента необходимо приступить к убавкам на мыске. Перед тем, как приступить к вывязыванию мыска, мы должны решить, какой формы мы хотим видеть мысок. Если мы будем делать убавки в каждом ряду, то мысочек у нас получится коротенький, и он у нас быстро закруглится. Примерно вот такой формы он у нас будет. Если же мы будем делать убавки через ряд, то мысочек получится длинненький, длиннее, чем этот, примерно вот такой. Я же выбираю другой способ убавок. Я половину убавок провязываю через ряд, и в этом месте у меня мысочек закругляется медленно. Остальные убавки я провязываю в каждом ряду, и в этом месте у меня мысок закругляется быстро. Вы решайте сами, какой вы будете делать мысок. Если вы хотите быстро закругленный, коротенький мысок, делайте убавки в каждом ряду. Если вы хотите длинный мысок, делайте убавки через ряд. Если вы хотите мысок, как у меня, то половину убавок провязывайте через ряд, а остальные убавки в каждом ряду. Далее нам необходимо решить, как мы хотим, чтобы у нас выглядели убавочки. На этом носочке у меня убавочки выглядят как косичка, а на этом носке у меня убавки выглядят как галочки. Я связала два образца, чтобы вам было виднее. На этом образце у меня убавочка в виде косички с одной и с другой стороны, а на этом образце у меня убавочки выглядят как галочки. Как же нам связать убавки по-разному? А очень просто. На этом образце справа я провязывала убавку с наклоном влево, а слева я провязывала убавку с наклоном вправо, и она у меня получается как косичка. Это происходит потому, что наклон полотна и наклон убавочки идут параллельно с одной стороны и с другой стороны, поэтому убавка выглядит как косичка. А на этом же образце с этой стороны я провязывала убавки с наклоном вправо, а с этой стороны я провязывала убавки с наклоном влево, и они у меня выглядят как галочки, потому что у меня наклон полотна идет здесь в левую сторону, а убавка идет в правую сторону, то есть в разные стороны, и у нас убавочка выглядит вот таким образом, как галочка. С этой же стороны то же самое. Наклон полотна идет в правую сторону, а убавочку я провязываю в левую сторону. Наклон убавки и наклон полотна происходят в разную сторону, поэтому убавочка выглядит как галочка. Вы выбирайте сами, какой способ вам нравится больше. Я люблю вот именно этот способ, когда убавочки провязываются как галочки, потому что, мне кажется, он более аккуратный. Убавки выглядят менее заметными. Вот так они выглядят. Очень мне нравится этот способ. А когда мы провязываем убавочку в виде косички, мне кажется, вот эта вот косичка немного толстовата, и мне визуально не нравится, как она выглядит. Поэтому будем вязать мысок именно вот этим способом. И очень важный момент, прямо хочу заострить ваше внимание, что если нам необходимо провязать симметричные убавки, то нам необходимо провязать их с наклоном в разные стороны. Если с одной стороны мы провязываем убавки с наклоном вправо, то с другой стороны нам необходимо провязать убавку с наклоном влево, чтобы они выглядели одинаково. Неважно, что это у нас будет. Возможно, это будет ленточный мысок у носка. Возможно, это будет мысочек у варежки или убавки на макушке шапки.
Если нам необходимо провязать симметричные убавки, мы вяжем их с наклоном в разные стороны. Мне встречались видео по вязанию носочков, даже я видела одно видео на достаточно популярном канале, где много подписчиков, где вязальщица вязала мысочек ленточным способом и провязывала убавки с наклоном в одну и ту же сторону. И у нее получалось, что с одной стороны убавка выглядела как галочка, а с другой стороны убавка выглядела как косичка. На мой взгляд, это не просто некрасиво, а это неграмотно. Поэтому, девчонки, сразу учимся вязать правильно. Сколько же петелек лучше всего оставить между убавками, которые будут формировать ленточку? Вы можете оставить любое количество петель, 1, 2, 3, 4, 5, а можете вообще не оставлять ни одной петельки, но вы учтите, если вы выберете вот такой способ вывязывания убавок, когда убавка выглядит как галочка, и не оставите между убавками ни одной петельки, то убавки будут стоять вот так близко друг к дружке, и когда вы оденете носочек, то вы будете видеть вот такие протяжки. Это выглядит некрасиво и неаккуратно. Поэтому при этом способе провязывания убавок необходимо между убавками оставить минимум 1, а лучше 2 петельки. Если же вы выберете вот такой способ убавок, когда убавочка выглядит как косичка и не оставите ни одной петельки между убавками, то вы будете видеть 2 крайние косички. Чем больше петелек вы оставите между убавками, тем шире будет выглядеть ленточка. И вот обратите внимание, эти два образца я вязала одинаково, оставляя между убавками по 2 петельки. Но в этом варианте я вижу 2 дорожки из лицевых петель, а здесь я вижу уже не 2, а 4 дорожки из лицевых петель. И эта ленточка визуально выглядит шире. Поэтому выбирайте самостоятельно, сколько петелек вам оставить между убавками. А сейчас я вам расскажу, где необходимо сделать первую убавку на мыске. Многие вязальщицы считают началом ряда вот это место, где мы делаем первую убавку в клине подъема. И когда мы доходим до вывязывания мыска, начало ряда у нас приходится на середину ленточки. И многие вязальщицы первую убавку делают вот в этом месте, левее ленточки. Провязывают полный ряд, и последняя убавка получается вот здесь. И у нас получается, что убавки находятся на разном уровне. Чтобы этого не происходило, первую убавку необходимо делать вот в этом месте, правее ленточки. То есть первая убавка делается правее ленточки, а следующая убавка левее ленточки. И убавки получаются на одном уровне. Вот в этом образце я правильно связала убавки. Первая убавка у меня связана с этой стороны, а следующая убавка вот с этой стороны. И убавки у меня получаются на одном уровне. Если бы я провязала первую убавку здесь, затем провязала полный ряд, то последняя бы убавка у меня бы была вот эта. Представьте, что вот этой убавки у нас нет. И у нас убавки получатся на разном уровне. Чтобы так не получалось, первую убавку всегда вяжем правее ленточки, чтобы убавки у нас были на одном уровне. Но есть вязальщицы, которые считают, что начало ряда – это вот это место, середина пяточки. И когда они доходят до вывязывания мысочка, они без проблем первую убавочку делают вот с этого места, с правой стороны от ленточки. А теперь нам необходимо решить, как мы разделим петли на ленточку вверх и низ носка. В идеале, когда у нас количество петель кратно 4, это позволит нам поделить петельки таким образом, что на ленточку мы оставим с одной стороны и с другой стороны одинаковое количество петель кратное 2. Это нужно для того, чтобы на одной спице и на другой спице было одинаковое количество петель, так удобнее вязать. И сверху, и снизу носочка в идеале, чтобы было одинаковое количество петель, и оно также было кратно 2, так как мы делаем убавки с 2 сторон, и с одной стороны должно быть убавок столько же, сколько и с другой стороны, чтобы мысочек выглядел равномерным.
При вывязывании вот этого носка у меня было 64 петли. Для удобства расчета я 64 петли делю пополам, получается 32 петли. Это петли верха носочка и ленточки. Теперь я решаю, как я разделю 32 петли. Можно поделить, допустим, 30 петель оставить сверху и снизу носочка, тогда на ленточку останется 2 петли. Или сверху и снизу носочка оставить 28 петель, тогда на ленточку у нас останется 4 петли. При вывязывании вот этого мыска я выбрала именно второй метод, когда я на ленточку оставляю 4 петельки, а сверху и снизу носочка у меня 28 петель. Но возникают ситуации, когда у нас количество петель не кратно 4, например, 62 петли. Как же нам поступить? 62 петли делю пополам, получается 31 петля, и решаю, как я поделю 31 петлю. Можно разделить таким образом: 30 петель оставить сверху и снизу носочка, тогда у нас одна петелька останется на ленточку, или 28 петель оставить сверху и снизу, и тогда 3 петельки у нас будет на ленточке. Или 26 петель оставить сверху и снизу носочка, и тогда у нас 5 петелек получится на ленточку. Но в этом варианте, когда мы выбираем провязывание убавок вот таким способом, когда они выглядят как галочка, оставлять здесь одну петельку на ленточку я бы не стала, потому что мысочек будет не очень красиво выглядеть. А в варианте, когда мы провязываем убавки в виде косичек, то здесь можно оставить как одну петельку, так 3 или 5 петелек, и будет смотреться все очень гармонично. Но в этом варианте, когда у нас на ленточку остается нечетное количество петель, нам приходится на спице оставлять с одной стороны, допустим, 2 петельки, а с другой стороны одну петлю. Так вязать не очень удобно, но, честно говоря, меня этот момент ни грамма не напрягает. Я вязала носочки с низкой резинкой, где на ленточку оставляла 3 петельки. Если вы хотите посмотреть это видео, я оставлю вам подсказку в правом верхнем углу, а также оставлю ссылочку в описании под этим видео. Для носочков я выбрала пряжу от Alize Super Wash. На лицевой стороне этикетки указано, что в составе 75% шерсти, а также машинная стирка. Пряжа довольно тонкая, в 100 граммах 420 метров. Состав пряжи: 75% шерсти, 25% полиамид. На этикетке указано, что стирать только вручную, хотя на передней части этикетки написано «машинная стирка». Эту пряжу запрещено отбеливать, сушить только в горизонтальном положении, разрешена химчистка, гладить при низкой температуре, запрещено отжимать и сушить в сушильной машине. Спицы использовать с 2 до 4, а крючок от 1 до 3. Я буду использовать спицы номер 2. Вот такие интересные у меня спицы. Очень похожи на спицы от фирмы Ади, но стоят во много раз дешевле. На эти спицы я сниму видео, расскажу, где и по какой цене я их покупала. Ссылочку оставлю в описании под видео. Номер цвета этой пряжи 2698. Это пряжа цвет номер 2696. Для вязания носочков на резинку я набрала 64 петли. После вывязывания клиноподъема у меня на спицах остается 64 петли. 32 петли у меня сверху носочка и 32 петли у меня на подошве. Мысочек буду вывязывать ленточный. На ленточку оставляю 4 петли. 2 петельки буду провязывать лицевыми, а следующие 2 петли буду провязывать с наклоном. Справа буду делать наклон вправо, а слева буду делать наклон влево. Но убавки начну не с этого места, а вот с этого, чтобы у меня убавочки были параллельно. Если вы сделаете первую убавку вот с этого места, провяжете круг, а последняя убавка у вас будет с этого места, то она будет отличаться визуально по высоте. Поэтому, девчонки, первую убавку делайте с этой стороны. Я сейчас распущу 4 петельки.
Если вы вяжете бабушкиными петлями, то при вязании лицевых петель по кругу они у вас будут провязываться так же, как и классические петли. И лежать на спице они будут так же, как и классические. Правой стеночкой вперед. С этой стороны, с левой, мы хотим провязать 2 петельки вместе с наклоном влево. Для этого нам необходимо перевернуть их другой стеночкой, левой стеночкой вперед, и провязать их вместе за заднюю стенку. Вот таким образом. И у нас получается петелька наклонилась влево. Следующие 2 петельки провязываем лицевыми петлями. Переходим на другую спицу. С этой стороны будем провязывать 2 петельки вместе с наклоном вправо. Провяжем 2 петли лицевыми петлями. А следующие 2 петли провяжем вместе вот так за переднюю стеночку. И у нас получилось, что петелька наклонилась вправо. Дальше все петельки вяжем лицевыми до последних 4 петель. Дошли до последних 4 петель. 2 петельки нам необходимо провязать вместе с наклоном влево. Они у нас сейчас лежат правой стеночкой перед спицей. Мы их перевернем и провяжем вместе за заднюю стенку. И петелька у нас наклонилась влево. Следующие 2 петли провязываем лицевыми. Переворачиваем вязание. Справа будем провязывать петельки с наклоном вправо. 2 петли провязываем лицевыми, а следующие 2 петли провяжем с наклоном вправо. Вводим спицу вот так за переднюю стеночку, подхватываем петельки и провязываем лицевой петлей. Петля у нас наклонилась вправо. Первый ряд с убавками у нас готов. Второй ряд провязываем без убавок. В третьем ряду снова делаем убавки. И так чередуем. Один ряд провязываем с убавками, другой ряд без убавок. Так как у меня получилось, что начало убавок пришлось на темную пряжу, и на ней наклон петельки очень плохо виден, я провяжу побольше до светлой пряжи. И еще раз покажу, как провязать убавки с наклоном вправо и влево. Забыла вам сказать, что в том месте, где у нас была первая убавка, вот здесь она у нас была, обязательно повесьте маркер, чтобы вы видели, с какого места мы начинаем ряд с убавками и с какого места начинаем ряд без убавок. Провязала я 4 убавки, сейчас буду провязывать 5-ю. Я думаю, в этом месте будет хорошо виден наклон петельки. И еще раз вам покажу, как сделать убавку с наклоном вправо и влево, провязывая сразу 2 петли. Нам необходимо перевернуть петельки левой стеночкой вперед и провязать их вместе за заднюю стенку. Вот петелька у нас наклонилась влево. Провязываю 2 петли лицевыми петлями, перехожу на другую спицу, провязываю 2 петли лицевыми петлями и здесь делаю убавку с наклоном вправо. Ввожу спицу за переднюю стеночку и провязываю 2 петли вместе. Петелька у нас наклонилась вправо. И дальше вяжу все петли лицевые до последних 4 петель. Далее я расскажу вам, как провязать 2 петельки вместе с наклоном вправо и влево методом протяжки. Это когда одна петля провязывается, а другая на нее набрасывается. Здесь буду провязывать убавку с наклоном влево методом протяжки. Для этого первую петельку я снимаю, как будто я ее хочу провязать, но не провязывая, вот так за переднюю стенку. Вторую петельку провязываю лицевой петлей и не провязанную петлю набрасываю на эту петлю. У нас получилась убавка с наклоном влево.
Довязываю 2 петельки лицевыми, перехожу на другую сторону, провязываю 2 лицевые петли, а здесь делаем убавку с наклоном вправо методом протяжки. Первую петельку провязываю лицевой петлей, а следующую за ней петельку набрасываю на провязанную петлю. И у нас получается петля наклонилась вправо. Дошла я до последних 4 петель, обратила внимание на маркер, значит следующий ряд мы вяжем без убавок. С этой стороны провязываем убавку с наклоном влево методом протяжки. С этой стороны у меня уже 6-я убавка. Первая петелька снимаем, как будто мы ее хотим провязать, но не провязываем. Вторую петельку провязываем и первую набрасываем на вторую петлю. У нас получается наклон петельки влево. 2 петли провязываем, переворачиваем на другую сторону. С этой стороны провязываем убавку с наклоном вправо методом протяжки. Первые 2 петельки провязываем, третью петельку также провязываем, а четвертую на нее набрасываем. И у нас получается наклон петельки вправо. Вяжем до последних 4 петель. Здесь делаем убавку с наклоном влево. Первую петельку снимаем, вторую провязываем и первую набрасываем на вторую петельку. Получаем наклон петли с наклоном влево. Довязываем 2 последние петельки. С этой стороны провязываем убавку с наклоном вправо. Первые 2 петельки провязываем, третью петельку также провязываем и следующую на нее набрасываем. И у нас получается наклон петельки вправо. Довязываем до конца ряда. У меня провязано 6 убавок через ряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее вяжу ряд без убавок. После того, как я провяжу 7-ю убавку, дальше буду делать убавки в каждом ряду. То есть между 7-й и 8-й убавкой ряд без убавок я не провязываю. Провяжите мысок самостоятельно, пока у вас на спицах не останется 12 петель. Решила я снять видео, посвященное убавкам с наклоном вправо и влево, методом одновременного провязывания 2 петель вместе, а также методом протяжки. Расскажу вам более подробно о правилах провязывания 2 петель вместе, о своих запоминалочках, чтобы вы без труда, не задумываясь, могли провязать убавки с наклоном в нужную вам сторону, неважно, какими вы петлями вяжете, классическими, восточными или бабушкиными. На данное видео оставлю подсказку в верхнем правом углу экрана, а также добавлю ссылочку в описании под видео. Мысочек я довязала, последняя убавочка у меня была справа. Вот хвостик, начало вязания. Сейчас у меня на спицах 12 петель. Это по 4 петельки с каждой стороны, которые у нас были между убавок, с одной стороны и с другой стороны, а также 4 петельки. Это петли, которые у нас убавлялись, 4 штучки. Всего у нас 12 петель на спицах. Закрыть мысок можно при помощи трикотажного шва или самым простым способом просто стянуть эти петельки. Для этого ниточку обрезаем, вставляем иголочку и все петельки собираем на иглу. Ниточку хорошенько стягиваем. Иголочку продеваем внутрь. На обратной стороне можно еще раз пройтись по кругу. Узелочком закрепляем ниточку. Все. И прячем ниточку в вязание.
Все, наш мысочек готов. Вот так аккуратно у нас все получилось. Основной вопрос, который возникает при вязании носков, это когда же нам начать делать убавки на мыске. Многие вязальщицы считают, что убавки мы начинаем делать, как только у нас скроется мизинчик. Это правило действует, но не всегда. У всех разные длины пальчиков. У меня, например, короткие, у кого-то длинные. Мысок можно вязать по-разному. Можно вязать убавки в каждом ряду. Можно их вязать через ряд. Или как у меня, часть убавок связана через ряд, а часть в каждом ряду. Забегая вперед, длина вот этого мыска у меня получилась 4 сантиметра 4 миллиметра. А разница между мизинчиком и большим пальцем у меня 3,5 сантиметров. Поэтому я предпочитаю потратить пару минут, сделать расчеты, нежели распускать мысок и вязать его заново. Для того, чтобы рассчитать длину мыска, нам необходимо посчитать, сколько убавок мы сделаем. Когда мы закрывали мысочек, у нас на спицах оставалось 12 петель. Это 4 петельки с одной стороны и 4 петельки с другой стороны, которые у нас были между убавками. И по одной петельке, которые у нас участвовали в убавках с каждой стороны, то есть всего 12 петель. Когда мы начинали убавлять мысок, у нас на спицах было 64 петли. Мы отнимаем от 64 петель 12 петель, которые у нас остались в конце вязания, и это количество делим на 4. 4 убавки у нас было с каждой стороны, и у нас получается 13 убавок, то есть мы провяжем 13 убавок с каждой стороны. Я решила, что первые 6 убавок буду провязывать через ряд, остальные в каждом ряду. То есть между 6 убавками я провязала 6 рядов без убавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И на мыске у меня получается 13 рядов связано с убавками, 6 рядов без убавок, всего 19 рядов. И последние петельки, неважно, будем их стягивать или сшивать, я считаю за ряд. То есть на мыске у нас получается 20 рядов. Далее нам необходимо определить нашу плотность вязания в рядах. В идеале нужно связать образец, постирать его и по образцу померить плотность вязания. По этому образцу я определяла плотность вязания в петлях, а для плотности вязания в рядах он коротковат. Может быть большая погрешность и можно ошибиться. Поэтому плотность вязания в рядах буду определять уже по связанному носочку. Беру линеечку, определяю 10 сантиметров и считаю, сколько находится петель в 10 сантиметрах. У меня получается, что в 10 сантиметров у меня 45 петель. 45 я делю на 10, у меня получается плотность вязания 4,5 ряда в сантиметре. Зная свою плотность вязания, мы можем определить длину нашего мысочка. Для этого 20 рядов мы делим на 4,5 ряда в сантиметре, получаем 4,4 сантиметров. Далее очень легко определить, когда же мы начинаем вязать убавки на мыске. Длина моей стопы 24,5 сантиметра. От этой длины отнимаю длину мыска 4,4 сантиметров и еще отнимаю 1 сантиметр, чтобы носочек сидел плотнее на ноге, и у меня получается 19,1 сантиметра. То есть, когда я вяжу носочек, как только длина моего носка составит 19,1 сантиметра, я начинаю делать убавки. Таким образом, потратив всего лишь пару минут для расчета, я свяжу идеальный носок, который будет сидеть удобно на ноге. Если вам понравилось вязать вместе со мной, оставляйте комментарии, подписывайтесь и жду вас снова в гости ко мне на канал Клубок желаний.